Хочу представить вашему вниманию, да, одну машину с очень интересным подходом и с интересными решениями, и сама история ее, как бы. То есть один мой хороший клиент позвонил мне и говорит, там, Роман, что делаешь? Я говорю, что делаю? Как обычно, работаю. Там сейчас тебе подвезут кое-что, посмотри. Я говорю, да хорошо, не вопрос. Как бы. Ну, приезжает старый запорожец горбатый. То есть он его купил, просто проезжая по улице. Увидел, написано продается. Позвонил, через час машина была у меня. Звоню, говорю, Олег, а что с ним делать? Ну, давай подумаем. Типа, есть желание восстановить для начала. Первое желание, которое возникло, это было года 3 назад. Было принято решение засунуть что-то в нее, то есть кардинально поменять автомобиль, но при этом оставить его антуражем, шаром, там, не расширять крылья, потому что в основном все переделки, что я не видел, они основываются к чему? Ставят огромный мотор, расширяют арки спереди, сзади, при этом он никуда не едет, он только рычит, как бы, и машина все равно он не создан для этого. Да? Пересмотрев кучу материала, был такой похожий проект в Москве. Тоже на базе смарта. Вот не буду спорить, я отталкивался от него, пересмотрел кучу информации, как бы от них. Он не совсем, конечно, сделан так, как мы сделали, но где-то близко к этому. Да. Мы пошли более глубже. Нашли смарт, врать не будем, конечно, на болгарских номерах. Слава богу, этих машин сейчас как собак, да, как бы более-менее в нормальном состоянии такой-то. С этого началось, да, вот это сопряжение смарта, и то есть чертежей, понятное дело, никаких нету, то есть мы просто вырезали весь низ машины, оставили 4 крыла, крышу, ну и двери, естественно, да, и начали строить с нуля. Естественно, смарт намного короче, чем база запорожца, поэтому пришлось переднюю подвеску с лонжеронами, со всеми, с рулевым, с рессорой, все это отдельно ставить, зад отдельно. Потом это все сращивать, делать новый пол, усилители. Как бы перед окончательной сваркой машина ставилась на стенд, все выравнивалось. То есть она сейчас лучше выглядит, чем даже заводской смарт. То есть она вся в нолях. Сначала родилось решение 2 цветов, да, как бы разделить по этим самым. Цвет выбрал клиент, ну, в совместном, конечно, разговоре, да. А потом мы сидели, как бы, я говорю, давай кожей обтянем. Он говорит, как на ней ездить? Я говорю, возьмем хороший кожзаменитель яхтенный, серьезный, который выдерживает, там, на него гарантия там фактически 5 лет дается. Это будет, говорю, необычно, будут строчки. То есть эта тема присутствует в мире. То есть, допустим, в Италии, да, очень много машин, обтянутых кожей. Конечно, там не тот климат. Я лично видел машину, обтянутую питоном, натуральным. Материал этот, который использован именно в этой машине, имеет саму толщину слоя именно винила, порядка 0,8-0,9 мм. Ну, так завод дает. То есть она очень толстая, да, как бы. Сказать, что он не боится царапин, ну, можно поцарапать все, что угодно, да, лак тоже боится царапин. То есть, ну, я думаю так, что если ключом провести, ничего не будет. Да? А занялись мы обтяжкой, обтянули. И началась сборка. Она фактически, вот первая часть заняла 3 месяца. То есть, как бы, вроде бы, уже все, машина она заводилась даже до того, как мы ее отправили в пескоструйку. Там было множество решений, очень сложных, потому что смарт шире на 12 сантиметров, чем запорожец. Для того, чтобы эти крылья не растягивать, не раздувать и не терять его, чтобы это был именно оригинальный кузов, пришлось переносить амортизаторы на балки смарта. Пришлось убирать глушитель по-другому делать, менять на колесных дисках ЕТ, чтобы задавить их вовнутрь. Это сзади. Спереди получилось так, что у смарта
я сейчас точно не помню, то ли отрицательный, то ли положительный, то есть у него колеса стоят вот так, да. То есть так как мы варили лонжероны и все остальное, у нас колеса остались так же само. И даже при том, что мы сместили ЕТ на дисках, оно все равно чилкало по крыльям, потому что машину мы сделали достаточно низкую. Пришлось переделывать верхние опоры, чтобы завалить колеса, как на BMW, на Мерседесе. То есть для движения это только лучше. Не знаю, почему Smart пошел на вот такой развал. Скорее всего, потому что там рессора стоит. Кожа конкретно была заказана, ну, не с завода Lamborghini, но это оригинал, стоковый, как бы остаточные эти самые, то, что осталось от линии. По-моему, она называется Carrera Rossa, что-то такое, не помню точно, но действительно очень такая, ну, на фотографиях видно и видишь, что она просто на солнце, она, ну, выеди глаз, она как, ну, двойная какая-то. Плюс с ней работать очень приятно. Можно было сделать простую перфорацию, как делают на станках. Ну, я пошел другим путем. То есть мы лазером вырезали, видно там будет на фотографии, все вот эти вот отверстия, это все делано как бы в единичном экземпляре, да, сделана лазерная резка, потом снизу подставлена алькантара, как бы потолок, алькантара, ну, тоже такое, как обычно, то есть хороший долговечный материал, тоже в таком же цвете, как светлая часть автомобиля. Долго думал, какие поставить сиденья, потому что с родных сделать вообще невозможно. Чисто, ну, как, не знаю, раскладушка. Случайно увидел на паркинге Fiat старый, 126-й. Они Малюк называют его, поляки. Маленькая машинка на 70-х годов. Она еще меньше, чем Запорожец. Когда-то в Польше их столько было, они все ездили на этих машинах. У него очень похожие сиденья, да. Нашел в Польше сиденья, заказал. Цена вопроса копеечная, но они 70-го года, такие как Запорожец. То есть нам их пришлось полностью разобрать, отпескостроить, отреставрировать, покрасить порошком, да, сделать на них новый латекс, да, придумать новый дизайн, который подходил под нашу машину. А задние сиденья пришлось сделать вообще с нуля, потому как мотор, получается, стоит за спиной. Ну, то есть в машине присутствует сзади багажник, спереди там не моторный отсек, но там радиаторы, опять-таки, все занято. Сзади у нас багажник и бак. Бак делали тоже заново алюминиевый, потому что родной стоял спереди. Никуда его абсолютно не было возможности вставить. То есть под заднюю полку сделали отдельно. Опять-таки делали не в Одессе, а делали в Арцизе. Руль решили оставить оригинальный. Типа под кость, но там уже была кость такая, поеденная этими самыми, то ли грызунами, то ли людьми. Ну, пришлось, то есть мы обтянули ее как бы кожей отдельно, при этом не утолщав ничего, да, как бы. Шов Porsche, кстати, 911, еще тех годов. Они очень давно этот шов используют. Там тоже видно, он такой крест-накрест идет. Сейчас не используется такая. Это вот чисто Porsche. То есть на других машинах его нету. Отдельно еще хочется сказать про всякие винтики, болтики, да. То есть все, что на машине хромированное, да, как это ни странно, делалось в Польше. То есть каждый болтик, каждый винтик облизан руками в этой машине. То есть это, ну, вообще. Вот интересные вот эти внизу фары. Случайно гуляя по Успеху, ну, гуляя, как бы за какими-то запчастями ходил. У одного продавца торгует вазовскими запчастями. Смотрю, фары висят. Говорит, клиент оставил копейки. Просто сказал, фары чехословацкие. Мы очень долго примеряли, как их поставить. Плюс мы в них завели габариты. Тоже, что когда вот, ну, включаешь, оно очень прикольно смотрится. То есть подсветка тоже машины как бы имеет огромное значение. Да, сзади решили, конечно, ничего не делать. То есть там достаточно у него симпатичные родные эти самые. Ну, были отполированы сами корпуса, пластмасски все, ну, тоже новые. Подсветка номера родная.
С колесами, как бы, вот тоже немножко такой казус. Купили флиппера на них, тоже, опять-таки, интернет-движитель, как бы, торговли. Оно нарядное, да, но ездит на этом, как бы, с такой резиной. Она не сильно низкопрофильная на самом деле, но все равно она играет. Мы их и клеили, и на герметик пытались приклеить, и на клей, и все равно, ну, то есть, если кто-то соберется ставить себе флиппера на машину, эта машина должна стоять. Колпаки это не от этой модели, они от следующего запорожца, от уже плоского, 968, по-моему. Да, кстати, вот есть интересный момент еще по конструкции. В смарте этот воздушный фильтр мотора находится с правой стороны, ну, по ходу машины. С левой бак, отверстие бака, да, вот если смотреть на машину. А с правой находится такая, ну, жалюзь. Мы когда засунули всю эту раму в Запорожец, оказалось, что мы не можем вывести воздуховод. То есть, вроде ерунда, но как его сделать так, чтобы он не мешал и через салон не проходил. И сейчас сложно объяснить, как бы, но мы неделю реально думали, как сделать так. Он у нас в итоге выходит в подкрыльник, потом идет шланг. Этот шланг заходит и приходит в родной заборник, который на Запорожце стоит, как бы, ну, по заводу охлаждения двигателя. Он берет оттуда воздух. Каждый винт, каждый сантиметр этой машины, каждый сантиметр, я не побоюсь этого слова, обласкан руками. То есть, да, то ли он шкурился, то ли он красился, то ли он варился, то ли он винтился, то ли он клеился. Ну, то есть там нету такого места, где бы не было нас. То есть эту машину мы знаем как, ну, как 5 пальцев. То есть мы ее фактически создали. Да? Это интересная работа. Да? То есть, занимаясь кожей вот уже много-много лет, не то что потерял интерес, как бы, к этому, оно приелось. Ну, когда много лет занимаешься одним и тем же, то есть работа все равно должна приносить удовольствие. Ну, хотелось бы, чтобы она приносила. Не всем она приносит. Есть люди, которые работают просто потому, что им платят зарплату. Да? У меня, кстати, коллектив весь, который получает удовольствие от работы. И это основополагающее успеха. Потому что если человек все делает на вот так, да, как бы день прошел, и слава богу, ничего не получится. Ничего не получится. Все в мелочах. Хотелось бы, да, что-то еще построить интересное, потому что, ну, этим живешь. Он как бы для клиента, ну, в эту машину вложена душа, да, как бы. И моя, и моих работников. Да, как бы. Причем она положительная. Абсолютно. То есть не было моментов, что мы бы психовали, молотками кидались, да, как бы там, или что-то еще. Да, были сложные моменты, но все равно в итоге все находило общий знаменатель, и он поехал, и поехал неплохо.